Представьте себе, что вы отправились в самые далекие уголки африканской саванны, где величественно прогуливается гиренук. Создание, что словно соткано из мечтаний и загадок. Его длинная изящная шея, стройные ноги и привлекательные манеры делают его настоящим аристократом пустынь. Обитает он в суровых пустынных районах, где только и слышно шелест травы и горячий ветер. Название этого чудесного животного, как предполагают ученые, происходит из древнего сомалийского слова «гаранук», что добавляет ему дополнительный пласт загадочности и притягательности. Сам по себе гиренук – настоящий феномен природы. Его длинные стройные ноги и шея создают впечатление, будто он соткан из лучей заката. Высота его в холке может достигать 95 сантиметров, а вес 52 килограмма. Шерсть гиренука, как песок в пустыне, меняет оттенки от коричнево-красного на спине до светлого на животе. Его рога, хоть и не слишком длинные, зато массивные и внушительные, напоминают изгибающиеся в сторону дуги, что добавляет ему необычный шарм и загадочность. Глаза этого животного темные и загадочные, словно скрытые от посторонних глаз тайны. Его уши, расположенные как бы неправильно, только усиливают впечатление загадочности и уникальности этого прекрасного создания. Представьте себе мир саванны, где дух приключений пронизывает воздух, и каждый уголок природы пронизан живыми историями. Это идеальное место для жизни гиренуков, с непревзойденной грацией и таинственной привлекательностью. Их царство простирается от ветреных равнин Эфиопии и Сомали до уединенных уголков Северной Танзании. И эти непревзойденные существа предпочитают засушливые просторы, где кустарники и прочая растительность палящего солнца смешиваются в единое целое. Они чувствуют себя как дома, как на влажных, так и на засушливых степях, будь то на равнинах или на вершинах холмов. Даже в горах можно встретить следы их присутствия. Они умело адаптировались к жизни на высотах, достигая даже 1800 метров над уровнем моря. Сомалийцы с глубоким уважением относятся к этим животным, не причиняя им вреда, несмотря на попытки приручить их. Они предпочитают оставаться в дикой природе, где они процветают и развиваются в своей естественной среде. Когда-то их можно было встретить и на территории Египта, но жители этой страны, к сожалению, не оценили их с достойным вниманием, безжалостно на них охотясь. Это привело к тому, что сейчас в этих местах не осталось ни одного представителя этого удивительного вида. Самцы гиренуков предпочитают вести уединенный образ жизни, строго охраняя свои территории и не допуская посторонних в свои королевства. Благодаря этому встреча с большим скоплением этих изящных антилоп – настоящая редкость, доступная только избранным счастливчикам. Представьте себе танец животных на поляне среди жаркого африканского заката. Гиренуки – это грациозные антилопы, проявляют удивительную изобретательность, когда дело касается добычи пищи. Не обладая внушительной высотой, они не сдаются перед недосягаемыми листьями высоких деревьев. Их забавный трюк – вставанием на задние ноги, чтобы достать свежее лакомство, как живописное шествие грации и элегантности. Им даже не нужно опираться о ствол, чтобы сохранить равновесие. В этом проявляется их утонченная ловкость. Способность приспосабливаться к суровым условиям саванны – настоящее чудо эволюции. Гиренуки могут прожить длительное время без воды, довольствуясь лишь растительными запасами влаги. Активность этого африканского красавца расцветает в ранние утренние и вечерние часы, когда солнце не так сильно жарит. В жаркие дни они предпочитают укрыться в тени, уходя на покой. Молодые гиренуки часто образуют небольшие группы со старшими самками. В таких стаях обычно не больше 5 особей. Самцы, в свою очередь, предпочитают соло-жизнь, охраняя свои территории с использованием секрета из предглазничной железы. Они метят кустарники и деревья, делая это своеобразным ароматным знаком своего владения. Мир африканской природы, где каждый день превращается в живой спектакль выживания, где гиренуки среди множества других игроков исполняют свою роль в этой удивительной драме. Хотя они могут стать легкой добычей для африканских хищников, встреча с ними событие редкое, словно главные герои, прятавшиеся в тени своего малочисленного общества. В момент опасности эти антилопы словно останавливают время, словно мастера театрального искусства.
напряженно прислушиваясь к каждому шороху и звуку. И когда угроза не уступает, они принимают защитную позу, опуская голову так, что становится трудно отличить их от окружающей природы, а затем совершая умелый отход, словно виртуозы экшн-сцены. Они исчезают в мгновение ока, оставляя позади лишь дрожащие травы и следы своего невероятного искусства выживания. Основные хищники, подстерегающие геренуков, это львы, гиены, гиеновидные собаки, гепарды и леопарды. Некоторые геренуки в ужасной ситуации рискуют своей жизнью, пускаясь в безумный бег. Хотя не могут разгоняться до 60 км в час, их выносливость ограничена. Именно в этот момент хищники могут воспользоваться их усталостью и догнать. Молодые детеныши, неопытные в искусстве выживания, подвергаются еще большему риску. Ведь к крупным хищникам добавляются и пернатые убийцы, такие как боевые орлы и грифы, а также жестокие шакалы, готовые утащить ничего не подозревающего малыша. Период брачных игр и сближений зачастую совпадает с временем дождей. Но здесь важную роль играет не только погода, но и обилие пищи. Чем богаче стол природы, тем сильнее и более активными становятся самцы в своем стремлении обеспечить потомство. В это время они соревнуются за внимание самок, стараясь привлечь их на свою территорию. Самка, готовая к спариванию, складывает уши, прижимая их к голове. И если самец выбирает именно эту даму, он метит ее конечности с помощью секрета окологлазничной железы. Это своеобразный ритуал признания их взаимного интереса. После удачного спаривания самец отправляется в путь, ища новые приключения, в то время как самка начинает свое благородное состояние. И вот спустя примерно полгода наступает момент, когда малыш готов выйти на свет. Будущая мама с осторожностью выбирает укромное место среди зарослей высокой травы, чтобы принять своего малыша. После того, как детеныш появляется на свет, он весит около 3 килограмм. Мать сразу же оказывает ему первую заботливую ласку. Первые несколько недель малыш проводит, прячась в зарослях, и мать посещает их несколько раз в день, чтобы покормить. Со временем малыши начинают проявлять все больше самостоятельности и активности. И к 3-му месяцу они уже уверенно стоят на ногах и следуют за мамой. Исследователи оценивают численность этой длинноногой антилопы примерно в 70 тысяч особей. Но в последние годы заметен упадок их численности. И это тревожит специалистов, ведь геренук оказывается в зоне риска, и его имя уже занесено в Красную книгу. И вот наступает время прощания. Мы смотрим на этих прекрасных созданий, окутанных аурой таинственности, и с нежностью прощаемся с ними. Пусть их жизненный путь будет освещен солнечными лучами, а каждый шаг наполнен мудростью и силой. А вы не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Так вы будете в курсе всех новых выпусков. Берегите природу и всем пока!